Куры живут у меня на даче сами, и я приезжаю к ним раз в несколько дней. Моих кур в курятнике, пока меня нет, кормят бункерные кормушки. Вот одна из них, большая кормушка, которая стоит на улице. Но я всегда говорю, что у кур должна быть кормушка еще и в помещении, в курятнике. Потому что вот когда такая плохая погода, когда идут проливные дожди, куры в основном сидят в курятнике. И вот сейчас я несу им зерносмесь. Вот такой зерносмесью я кормлю своих кур. Это пшеница, кукуруза битая и семечко подсолнуха. И вот сейчас я несу своим курочкам эту зерносмесь и хочу вам показать, почему корм у кур должен быть еще и в помещении. Если вы заметили, это яйцо, это резиновое яйцо, я его кладу специально возле входа в курятник. Это для моих котов, чтобы они попробовали и поняли, что яйцо невкусное, оно резиновое, твердое и невкусное. Ну, не знаю, может быть работает, может быть не работает, но на всякий случай вот такое резиновое яйцо у меня валяется перед входом в курятник. И сейчас я вам покажу бункерную кормушку в помещении. В курятнике я еще ничего не убирала, вот только приехала и сразу несу корм. И вот смотрите. Видите, бункерная кормушка пустая. Семечки собирают, все семечки бегом. Все, ни одной нету. А дальше начинают рассыпать. Так, стойте, я вам насыплю и будете кушать с кормушки. Что такое? Что такое? Вот. И когда плохая погода, куры в основном едят из кормушки, которая находится в помещении. Вот так. И, естественно, перемешиваю, потому что в ведре перемесить хорошо не получается. Все. Ну, вот так вот. Ну, это они набросились на семечки. И вот сейчас сразу я вам покажу уличную кормушку. Уличная кормушка. У нас идут проливные дожди. Все мокрое. И вот смотрите, уличная кормушка. Видите, сколько зерносмеси есть у моих кур. Полно. А в кормушке, которая, вот даже видно, с какой стороны куры хорошо ее ели, вот здесь выедали. Вот так. И я когда приезжаю, я вот так только немножко вот так поправляю зерносмесь, и все. И можно еще сюда не добавлять. А вот в помещении, вы видели, бункерная кормушка была пустая, потому что в основном в плохую погоду, в ливень, куры сидят, естественно, в курятнике. Вот так выглядят гнезда. Покажу вам вот так издалека, чтобы вы видели. Куры, естественно, сидели и на гнездах, гадили. Ничего страшного, это все убирается строительным шпателем. И смотрю, что можно сегодня добавить и кормовую ракушку. Кормовой ракушки тоже уже маловато. Сейчас принесу еще и кормовую ракушку. Кормовую ракушку я покупаю
в магазинах, где продают комбикорм. Ну, еще ее можно купить в ветеринарной аптеке. Тоже есть кормовая ракушка. Производитель может быть абсолютно разный. Вот. Поделимся еще эту половину пачки молодецким. А здесь вот этого хватит. Обычная кормовая ракушка, дробленая. Она помогает курице сформировать яичную скорлупу. Траву дала в песочник, потому что больше чистого сухого места просто в курятнике нет. Прошло 3 дня адаптации и нормально все. Никаких драк нет. Все мирно, тихо и спокойно. Вольерчик такой не маленький, если что, убегают, я так думаю. Ну, по крайней мере, пока я здесь рядом, ничего я не слышала, никаких драк и не видела. В домик заходят, видела, все нормально у них. 3 дня назад я пересадила этих курочек сюда, в этот домик. 2 курочки и петушка. Вот говорят, что у курицы есть память на 3 дня. Вот через 3 дня они уже считают, что они здесь уже были давно. Обязательно, когда много зерносмеси у кур, практически у них 24 часа в сутки есть зерносмесь, обязательно надо дать овощи. Морковка. Курочкам даю сегодня морковку. Ну и траву. Трава, вот когда появляется много травы, овощи я уже уменьшаю, потому что их и в погребе уже становится меньше. А в основном даю траву уже весной и летом. Ну вот немножко еще и морковки. Мои куры буряк и капусту любят больше, и картошку. Морковка у них так, на самом-самом последнем месте по вкусу. Но все равно едят. Едят даже лучше, чем кормовой буряк. Кормовой буряк не хотят кушать. Смотрите, какая красота. Отлично. Прошло 3 дня. Капелька капает. Все полито. И смотрите, как все принялось хорошо.
И с другой стороны прекрасно все принялось, так, как я и хотела. Все помидоры прекрасно принялись. Ну, а чего бы им не приняться, если они были в индивидуальном стакане, не нарушалась корневая система при посадке, и, соответственно, все отлично. Обязательно перед посевом капусты эту ямку нужно пролить водой очень хорошо и дождаться, когда она впитается. Ну а теперь расскажу, что я буду сеять. Так, в первую очередь я буду сеять агрессор капусту, профессор, цветная капуста Феррара, брокколи капуста, агрессор, аксель и саксессор. Это в первую очередь я сажаю эти капусты. Дальше астра, белая астра, капуста красная Редгард, цветная дюрок, капуста, которая на хранение висконт, и брокколи куска. И еще вот такую астру матадор. Такое задание у меня на сегодня. Сейчас вот здесь буду сеять капусту, которая давалась бесплатно. Эту капусту бесплатно в каталоге приклеивали. И этот каталог бесплатно мне дали, там, где я покупала остальные семена. И сейчас вот здесь буду я сеять вот эту капусту в этот рядочек. Кстати, сфотографировать урожай і можна отримати пачку насіння. Семена, кстати, не обработанные. Все, вот так вот разложила я все семена. Все семечки разложены. Вот так это все выглядит со стороны. И осталось только засыпать землей. Вот видите, семечки одна от другой. Для того, чтобы, не повреждая корневую систему, вместе с землей лопаткой мне высадить сразу в открытый грунт. Вот так вот, видите? Вот на таком расстоянии зернышко от зернышка. Ну, где-то мои 2 пальца. Вот так вот, приблизительно, видите? Вот так. Астру
Астру я тоже вот так сею. Пакетики поставила. И теперь только мне осталось это все присыпать землей сверху. И не поливаю сверху. Ни в коем случае не должна образоваться корка. Если полить сверху, образуется корка. И тогда семечки будут очень трудно всходить. Вот так. И теперь быстренько все закрываю землей. Стараюсь брать землю вот такую влажную с боков, чтобы грудка никакая земли не накрыла зернышко. Если грудочка, то я ее распрямляю в руке. Вот. Можно это и сапочкой сделать, но рукой мне более надежно. И я сразу убираю землю с капельной ленты. Куда ж ты с грязными ногами залезла? Я же гнезда почистила. Пришла собирать яйца в курятник. Ой, какие же у тебя ноги грязнющие. Вот так вот курица издает такие звуки. Это она продвигает по яйцеводу яйцо. И, наверное, сейчас будет нестись она. Так. Убирай грязную ногу свою, я буду открывать гнезда. Я пришла собрать яйца. И сделать это хочу. Ой, это сейчас упадет. И сделаю это вместе с вами. Вот так вот. Вот такое количество яиц. Это за 3 дня. И мы сейчас с вами их посчитаем. И узнаем, хорошо ли это несутся куры или не очень. Давайте посчитаем. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25. Если я правильно посчитала, то яиц здесь 25 штук. А теперь давайте посчитаем, хорошо ли это или плохо. 25 яиц за 3 дня от старых кур. Кур здесь у меня 20 курочек и 2 петуха. Если учитывать то, что курочки у меня здесь разновозрастные, старые, и я даже беру 2-годичную курочку, это отличная несушка. Но есть у меня тут еще и постарше куры, и 4 года, и 3 года им. От 20 кур
за один день считается норма, это половина количества кур. То есть, если у меня 20 кур, то в день, если эти 20 кур несут 10 яиц, то это хороший результат. Половина количества кур, это столько яиц должно быть при хорошей яйценоскости. То есть из расчета того, что курочка может нестись через день. Одно яйцо через день. Особенно если вот такое яйцо огромное. Это яйцо грамм 80, а то и больше. Вот такие большие яйца. Это точно куры могут нестись одно яйцо в 2 дня. 25 яиц за 3 дня от разновозрастных таких кур моих. Это 25 штук от таких кур за 3 дня. Это хороший результат. И все-таки она пошла нестись. Вот она. Помните эту курочку? Она в прошлом году высидела арауканов. И вот сейчас она продуктивно несется. Тут у нас тоже кто-то сидит. Голошейка сидит, несется. Тут у нас вот такая принцесса сидит, несется. Красавица. Не будем ей мешать. А тут никого нет. Теперь иду смотреть яйца у молодых курочек. Молодых кур здесь у меня 10. 5 ломан Сэнди, вот таких грязнуль. И 5 курочек поместных, моих поместных, от моих курочек. Так, а здесь у нас, смотрите, а здесь у нас 3, 5, 6, 7. Если бы за 3 дня от 10 кур было бы 15 яиц, это был бы хороший результат. Халтурят. Ну, осталось им здесь сидеть недолго. Следующий мой приезд я буду готовить это помещение к переселению, к приезду сюда цыплят. Поэтому на перевоспитание пойдут к старым курам. А старых кур будет уменьшаться. И все никак не могу решить, каких петухов мне оставить. Потому что 4 петуха, когда я буду соединять эти 2 вольера, и молодых, и старых, конечно, 4 петуха никто оставлять не будет. Потому что, во-первых, это много на такое количество кур. А во-вторых, они будут драться. И это будет нехорошая атмосфера в курятнике, постоянные драки. А в курятнике должно быть спокойствие. В курятнике должна быть тишина. И крик должен быть только от снесенного яйца. Поэтому вот сейчас у меня еще проблема, каких оставлять петухов. Пока думаю над этим вопросом. Так, а теперь я иду в 3-й загон за яйцами. Эта курица все время здесь в охране стоит. Что такое? Чего ты не гуляешь на улице? Охраняешь яйца? Да? Я так и поняла. Все время возле гнезда.
снесла только что. Что-то соломой тут накидали, много соломы они. Непонятно. Так, и смотрим, что у нас в этом гнезде. Ага, смотрите. И здесь яйцо марана, как всегда, одно за 3 дня. Вот такая яйценоскость у кур марана, да? Одно яйцо в 3 дня. Крупные, красивые, да? И еще 2. Но это гнездо работает хорошо. И, между прочим, курочек 5 здесь, а яиц больше даже, чем у молодых кур. О! Случайно залезла туда рукой. Смотрите, оно даже не успело скатиться. Я его практически рукой в самом верху достала. Только-только его снесла. Вот. И получается у нас, да, оно такое, знаете, не холодное. Наверное, только-только снесла. А я, между прочим, случайно вот туда рукой залезла и проверила. Все. Закрываю это гнездо. Опускаю эту платформу. Все, пусть несутся. Молодцы. Ничего не скажешь. Вот такое ведерко яиц меня вполне устраивает. С учетом того, что куры живут у меня на даче сами. Я пришла с вами посмотреть яйца. Яйца есть там в гнездах или нет. Так, а яиц-то нету. Видите, яиц нет. Я совершенно согласна с теми, кто написал мне в комментариях, что эти куры могут нестись под домиком. И я это не исключаю. И я думаю, что, наверное, они все-таки несутся под домиком. И, естественно, яйца становятся добычей кошки. А может быть, и сами едят. Такая ситуация – это естественные издержки всего этого мероприятия, когда куры содержатся без присмотра. К этому нужно быть готовым. Это издержки. И ничего с этим не поделаешь. Вот так вот. Возможно, они несутся под домиком. Проконтролировать это невозможно. Естественно, если хозяин живет рядом, он каждое утро пойдет и заберет это яйцо. Но я к этому была готова и с таким вариантом согласна.